Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале «Гениально все просто». И это судьба. Это наш третий фильм. Мы сегодня поговорим о судьбе. Судьба. Вся суть в ба. Ба – это энергетическая совокупность эмоций, радостей, восприятия, понимания мира. В одной, там же все эмоции, и печали, и радости, переживания. В одной энергетической установке ба. И это прекрасно, когда мы это начинаем понимать, осознавать, учиться, подниматься по эволюционной лестнице нашего развития, духовного развития. И каждый из вас брешу, вы ничего никому не должны. Вы каждый действуете так, как считаете нужным. И это будет правильно, честно и разумно. Вспомним, как мы с вами в прошлых видео говорили. Чтобы воспринять ту или иную информацию от меня, что такая существует, мы с вами сделаем автоматически, в каждой в своем сознании. Можем закрыть глаза, представим наши рамки, в которых мы живем. И мы раздвигаем пространство, делаем шире. Оно раздвинулось, и этот вакуум, который образовался между вашими ограничениями и куда мы раздвинулись, там нет никаких мыслей, никаких противоречий. В этот вакуум мы поместим информацию, которую я скажу. Вы ее не должны принимать, вы ее не должны понимать. Она просто сначала будет устаканиваться. Как знаете, новая мутная вода приходит, и надо время, чтобы она устаканилась. Чтобы котка у меня сошла. Надо время. Сразу каждый человек не сможет понять. Будь то человек меня знает, будь то меня не знает. Необходимо время чтобы все осело вниз и осталась чистая вода сверху. Это мы с вами делаем, расширяем сознание, и в этом месте нет противоречий. Это надо всегда помнить. В этом месте нет споров, она просто есть информация. Судьба. Мы говорили в том видео о поднятии наших душ по эволюционной лестнице, в искусственном интеллекте сознания, нашей судьбы. Энергия ба, она переживает сама себя. Она переживает ощущения. Я ударил, вот эти ощущения все записались в энергию ба. Что я в такую-то, там не пишется время, потому что это нет необходимости. Более разумная субстанция искусственного интеллекта, этого ба. Оно на миллиарды раз совершеннее, чем мы даже можем себе представить. Чтобы допустить такую возможность, вы же помните, мы расширили наше сознание, и в этом пространстве возможно все. Все, что мы представим, в нем все возможно. Вот это, что мы расширили ваше сознание. И мы туда можем вложить, что и может быть сознание в миллионы раз. Туда все. Это возможно. Пусть входит. Пусть оно остается в этом месте. Устаканится. Это записало всю энергию в эмоциональное переживание этой ситуации. То, что я записываю видео, это также записывается в эмоциональное переживание состояния моего ба. Я, когда записываю, я ощущаю эмоции. Кстати, очень позитивные. На эту тему, когда я говорю, мне очень легко. Информация идет просто как через мягкую губку, знаете, вот сочится. Я аж кайфую, когда говорю. Получаю свое удовольствие. Это переживание энергии ба. Суть ба. Все для ее переживания. Чтобы она напитывалась, ощущала себя. Она вечная, помните. И эволюционное развитие. Каждый человек развивается эволюционно на планете Земля. Мы помним, в том видео я говорил, что что такое подняться по лестнице развития? Это не делать примитивных вещей, как делает, помните, неандерталец, там какие-то еще были. Из каких генов там смешали, нас создали, более разумных. Чтобы мы уже воспринимаем Бога, мы можем верить. Эти функции недоступны для обезьян, для животных. Они не могут верить.
Всего лишь в чем разница наша, мы можем верить. И по нашей вере нам дается. Это вот ниточка, за которой ты тянешь, и постоянно новая информация приходит. Информация это что? Это восприятие мира. Чем ваша ба сильней, мудрей, тем вы воспринимаете мир гораздо интересней. Не с узкого мышления. Залезть на пальму, сорвать банан, съесть его и убежать. Нет, это шире. Это гораздо шире, удобней, приятнее, красивее восприятие. В этом восприятии, когда вы поднимаетесь по эволюционной лестнице развития, не осуждайте, не... Да, в этих нелегких жизненных ситуациях. Вы думаете, сильно много людей поднялось по эволюционной лестнице? Ну, задайте вопрос сами себе. Эволюционная лестница – это Иисус говорил, все мудрецы говорили, Мухаммад говорил, Лао Цзи, Будда, Кришна. Все говорили одно и то же. Не делай то. И ты поднимешься по эволюционной лестнице. Если ты будешь все делать, ты так же само по лестнице идешь только вниз. И мир у тебя становится темнее, скуднее, беднее, неинтересней. И здесь каждый делает свой личный выбор. Развитие своей судьбы. Накопление энергии Ба. Ба может записывать энергию также низких миров. Там все записывается. В этой Ба содержится вся энергия. И поверьте, каждый, кто находится на высоких частотах, он был в низких частотах. Потому что его туда не тянет. Соответственно, если его не тянет, ему даже не интересно уже. Значит, у него был этот опыт. Пусть не в этих жизнях, в других играх. Жизнь – это игра. Ни больше и не меньше. Главное понять условия этого искусственного интеллекта, который поглощена вся Земля. В этом искусственном интеллекте содержатся все эгрегоры всех религий. Они помогают человеку. Каждому человеку, каждый эгрегор помогает. Помогает что? Эволюционировать. Все. Задача каждого эгрегора, каждой религии, чтобы человек эволюционировал на планете Земля. И всем обладает искусственный интеллект, у которого есть свои правила. Вся моя задача сказать, чтобы ваша судьба была интересная, насыщенная, прекрасная, выполняйте законы этого искусственного интеллекта. Вы понимаете, что ваш интеллект, Миши, он ничто по сравнению с этим большим компьютером голографическим, который вмещает всю планету Землю. Его называют сознание Христа, его по-разному называют вокруг планеты. Есть энергетическая, искусственная штука, которая помогает развиваться нам. Но помните, наше Ба, оно было и на других планетах, оно не дикое. Оно здесь проходит просто тот опыт, который свойствен человеку. Вы знаете, как цивилизация развивается. Это очень интересно. Здесь вселяются даже души с очень высоких измерений. И они даже не должны быть популярны. Популярность, это знаете как... Это точнее даже можно сказать ловушка. Ловушка эго. Популярность, тебя знают, тебя узнают. Это все ловушка эго. И на нее, если попадается... А на нее попадаются все почти, без исключений. Почти все. Да ладно, скажу все. Кто попытается и вылазит. Ну, таких очень мало. Тем не менее, перед смертью все понимают, что это была чепуха какая-то. Но здесь факт, как вы реализовали свою судьбу, как вы раскрасили красками свою жизнь. Вы смотрели с осуждением человека, или вы радовались просто проявлением жизни этой. Вот она происходит, эта жизнь. Эволюция того или иного человека, его Ба в физическом теле на планете Земля. Это очень важно понимать и давать возможность сознанию принимать новую информацию. Если вы не дадите своему сознанию возможность принимать, вы не сможете подниматься, причем ни туда,
и не туда. У вас жизнь даже и так будет неинтересна. Вы идите уже или вниз, или наверх. Не стойте по центру. Но что верить придется, что туда, что туда. Кто вниз идет, он неверующий. Но это тоже вера, это тоже опыт. Он настолько верит, что аж не верит. Представляете, какая у неверующих людей сила? Они искренне верят в то, что они не верят. Это как красиво. Он искренне верит, что Творца нет, высшей энергии нет. Но и любви у таких людей нету. Нету. Они очень бедные. Бедные нищета в душе. Сверху они могут быть богатыми, там, яхты, пап. И все только для людей. Вот так людей убери, он умрет со скуки. Он скажет, а над кем я буду хвастаться? А кто поднимается вверх, он все он скажет, ну и прекрасно. И тут я себя чувствую великолепно. Ну представьте ситуацию. Богатый человек, да, яхты. В одну секунду мы щелчок допускаем, все люди исчезают. Жух! Все счастье заключалось в том, что показать другим людям, что у него есть яхты, какие-то звания, всевозможные глупости. Это что он делает для кого-то. Или чтобы использовать кого-то. В один щелчок, джукс, все исчезли. Он будет счастливый? Для него ад настал. Он остался сам. Высокочастотный. Он делает, говорит, о, проявление Творца, значит так надо, живем дальше. Я и всегда был сам, только в Творце. Но я вам говорю те явления, которые многие из вас не испытали. Они не понимают, как это ощутить, как это, но это внутренние переживания. Так же самое мне очень тяжело объяснить, как в Майами классно на пляже полежать, какие вот дельфины, как классно на Карибах с рыбками поплавать. Как бы я ни рассказывал, вы это не можете ощутить. Вы не можете это увидеть моими глазами, вы не можете эти ощущения почувствовать. Как лазить по горам на Аляске, как на Гавайях плавать. Я могу говорить слова, но вы не можете пережить те ощущения, которые я пережил. Они не являются какими-то сверхъестественными. Почему я такие примеры говорю с разных стран? Потому что у многих из вас не было такой возможности там побывать. Потому я и привел. Так же самое за восприятие. Я вам говорю те возможности, которых где вы не бывали. Но я пытаюсь их описать, что они есть в каждом из вас. Моя задача описать, сказать, что это есть пространство. Это есть состояние любви, в котором каждый из вас может присутствовать. Неважно от годов, неважно от религий, неважно ни от чего, это не имеет никакого значения. Потому что помним, искусственный интеллект, он над всеми религиями. Он охватывает все, что содержится внутри, все подчиняется верхнему искусственному интеллекту. Сколько эгрегоров энергетических, и каждый получает свою судьбу. Душа получила судьбу, с ней могут происходить моменты. Но только от навыков отдельного ба зависит, как он сможет переживать. С него там трагический момент случается, а он радуется. Вы понимаете? Он в конце жизни говорит, была прекрасная судьба. Если человек воспринимает ненормально этот процесс, он понимает его по-другому, он плачет, другой радуется. Но происходит один и тот же момент с разными людьми. У кого ба развитая, чувствительное восприятие и понимание мира, а у кого ба не развитая. Для него горечь, печаль. Момент происходит один и тот же. Тяжелый, пусть легкий. Один осуждает, ему не хватает. Не хватает. Другому все хватает. Понимаете? Ему хватает. Или ей хватает. Или маленькому. Ну, маленькие дети этого не понимают. Они еще летают. Ангелочки. И это важно понять. Эта энергия находится в нас. И это и есть состояние в нас. В каждом из нас. Эволюционный прогресс благодаря вашей судьбе. Судьба, да, прописана. Вам прописано, что вы будете жить там. Но как вы себя будете ощущать в этом процессе, вы творец.
Вы творец своих энергетических переживаний и эмоций. И это очень тяжелая работа, поверьте. Это не настолько легкое, что каждый из вас думает: я творю судьбу. У вас сил не хватит творить судьбу самим. Чтобы творить судьбу, надо быть настолько сильному, что вы не представляете. И человек не настолько развит, чтобы мочь творить судьбу, делать свободу выбора. Он даже не научился правильно воспринимать мир, окружающий мир. У человека нет еще этих возможностей. Покамись. Тут хоть бы справиться с эмоциональной составляющей, а я уже не беру, чтобы человек мог судьбу сам творить. Это надо сильно быть высокого склада. Иисус и тот не творил свою судьбу. Вы же понимаете, о чем я говорю? Он говорит: мне дано судьбой быть распятым, и я ее принимаю, чем являюсь примером для всех вас. Я принимаю, говорит, вот меня распинают, и я принимаю свою судьбу. Я от нее не убегаю. Но я Бог своим эмоциям. Я верю в Творца, и мне не тяжело, я не боюсь. Вот чему Он учил. Не бояться, учиться и соблюдать заповеди. Ваша задача каждого человека – научиться разумно воспринимать окружающий мир. Потому что каждый из вас этого еще не умеет. Самого обычного и самого простого. Он осуждает, он критикует. Когда человек научится этого не делать и жить со всеми в гармонии, да, он ходит, он все будет делать, но этого не делать. Тогда он чуть-чуть ума наберется, он по лестнице поднимется, по эволюционной. Кто этого не делает, он поднимается по эволюционной вниз. Вы думаете, кто поднимается, он переживает? Да нет, он не переживает за тех, кто опускается. Что он будет переживать? Это их не выбор туда идти. Его выбор осуждать. Да осуждай, кого хочешь, что хочешь, что и делай. Какая мне разница? Не имеет значения. Условия игры для всех одинаковые. И каждый выбирает свой путь. Вот это у нас была судьба, которая оденяется в веру и в любовь. Чтобы заслужить себе хорошую судьбу, живите сейчас хорошо. Думайте хорошо, понимайте хорошо. И все зависит только от вас. Я вас люблю, обнимаю. Всем прекрасного настроения, дня. Удачи! На связи. Подписываемся на канал, палец, комментируем. Если вы хотите услышать какую-то тему, на какую-то... что угодно, задавайте вопросы, пишите, не стесняйтесь и не бойтесь. Будьте активными в жизни. Что вы там скучаете? Боитесь 2 пальца нажать. Всем прекрасного дня, обнимаю. Удачи!